Привет, это канал Походный Оптимист, меня зовут Дима. Погодка самое то. Сугробы по колено, снег идет, зимний лес. Отличное время, чтобы провести несколько лесных экспериментов. Хочу попробовать построить многоразовое укрытие, которое будет спасать меня от морозов и силы стихии. Идет снег, и перед тем, как заниматься более постоянным укрытием, нужно сделать какое-то укрытие, чтобы вещи не засыпало снегом, а после они не оказались мокрыми и непригодными. Думаю, что вот этот вот старый пень как раз отлично послужит мне опорой для плащ-палатки. Да, натянул плащ-палатку для начала. Ну вот, пока идет основное строительство, рюкзак не засыпет снегом. Да и мне будет где посидеть и попить чаю. А сыпет активно снежок. В общем, в чем идея? Я хочу попробовать сделать что-то типа вигвама. Сделать из жердей такой конус, обернуть его брезентом и внутри обогреваться костром. Попробовать так переночевать и неоднократно попробовать возвращаться сюда и продолжать здесь ночевать. У меня с собой несколько плащ-палаток армейских, самых обыкновенных. Можно было бы сделать из обычного тента строительного, но что-то вот мне не захотелось сидеть в пакете. Хочется, чтобы все это было более антуражное такое, интересное и теплое, в переносном смысле слова. Ну и, конечно, в прямом. Я думаю, что несколько плащ-палаток как раз подойдут для такой задачи. Я не смог найти куска брезента такого размера предполагаемого, но плащ-палатки должны справиться. Думаю, что вот эта полянка подойдет. Уберу лишний снег. У меня нет конкретного плана, все мое развлечение в этом эксперименте и заключается в творческом процессе. То есть я буду на месте смотреть примерно, как оно что будет. План только, ну не план, а схема, я бы сказал, такая. У меня то, что я хочу взять жерди, обмотать их плащ-палаткой и внутри развести костер. Какого это все будет размера, как оно все будет в итоге работать.
неизвестно. Это я и хочу проверить как раз таки. Так, думаю, что где-то размером, сколько тут? Раз, два, где-то 3 метра диаметр, я думаю, моей юрты будет вот так для одного. Можно сразу делать с расчетом на двоих, кстати. Ну вот, кругленькая полянка. Я думаю, простота такого шалаша будет именно за счет того, что не нужны толстые бревна. Большинство вот таких вот жердей вообще можно голыми руками собрать. Ну, а чуть потолще, которые будут составлять сам каркас, не затруднить спилить пилой лучковой. Хотя вот прям видно, как все эти жерди наклоненные стоят. Они уже без корневой системы просто стоят. А снежок-то валит. Когда ветер не дует, это очень прикольно. В лесу достаточно тепло. Сейчас, наверное, температура не ниже -10. И такой небольшой снежок. Какое-то такое новогоднее настроение. Хотя Новый год давно позади. Но все равно. Какие-то приятные такие ощущения. Мне надо штук 6 жердей для начала. Потом уже буду решать, что дальше и как. Вон еще жертва неплохая.
Жердей надо немало. Пока светло, лучше больше, чем меньше. В крайнем случае пойдут на дрова. Да, ветерок поднимается. Здесь да особо не задувает, но макушки качает, а с них снег летит вот такой белой пеленой.
Ну вот как-то так. Не могу еще точно определиться с размерами. Думаю, что сейчас буду выставлять жерди и будет ясно. В принципе, диаметр должен получиться такой, как я расчищал. Сильно большой тоже делать неохота. Так. Жердей хватит. Прям как раз, один в один. Хватило бы у меня плащ-палаток закрыть все это. Ну, в принципе, она же будет закрыта не совсем доверху. Впереди же, сверху уже будет отверстие для выхода дыма, тоже достаточно широкое, чтобы я внутри не угорел. Но и метра, наверное, 3 должно быть закрыто с каждой стороны. Посмотрим. Если не хватит, придется делать уже. Чтобы не хотелось, конечно, на самом деле. Я уже сделал здесь небольшую планировку. Здесь, где я сижу, будет лежак. Здесь более прямая такая стена и более такой наклон хороший. Не будет с дырки попадать снег мне. А там, где дырка где-то на расстоянии метра от лежака, вот здесь будет костер. Он и не подожжет все вокруг, потому что здесь более прямые стены получаются. И как раз будет над отверстием. То есть у меня получается не ровный конус, а чуть-чуть смещенный. И как раз он и позволяет мне так все распланировать. Ну, а гость, если у меня появится, будет справа или слева от меня. А может быть даже и два гостя. То есть костер в любом случае здесь. Вход. Здесь будут лежаки. Вот. За дело. Очень жаль то, что
кусок не целый, конечно, брезента, но знаете, что я подумал? Сейчас, если хотя бы у меня частично удачный получится эксперимент, я сниму все размеры и попробую сделать готовый кусок брезента или вообще бы, может быть, какой-то парашютной ткани, чтобы она еще легкая была, представляете? С собой принес парашютную ткань легкую, поставил жерди без пилы, практически без всего, топор, да чуть-чуть, чтобы сучки обломать, да и то сучки-то можно обломать между двух деревьев, например, неважно. Поставил жердины, накинул готовый парашютный тент, все, ночлег готов, костер развел, лег спать. Прикольно было бы, да? Вот надо к этому стремиться, наверное. Нижние люверсы буду связывать. Можно было бы, конечно, кол какой-то сделать, но очень много снега, еще и вмерзший грунт. Так будет достаточно. Так. В общем, за счет того, что все конуснообразное, очень неудобно прямыми такими вот прямоугольниками оборачивать этот конус. Получается очень много нахлестов, за счет этого теряется площадь материала такого драгоценного. Вот. И для того, чтобы избежать этих лишних нахлестов, придется мне резать, чтобы мне хватило, резать плащ-палатку вдоль. Но иначе никак. Прости, плащ-палатка. Очень повезло то, что я не выложил из рюкзака степлер. Вязать веревки наверху было бы крайне сложно. А степлер такой строительный частенько, оказывается, пригождается мне. Что в строительстве землянок, что в строительстве укрытий. Сильно облегчает работу.
Веревка, конечно, понадежнее. Степлер-то так, углы прижать. В общей массе, конечно, нужно вязать на веревку. По-моему, отлично получилось. Сейчас все внизу забросал снегом, кроме входа. И внутри, думаю, что будет намного теплее, даже без костра. Но костер обязательно нужен. Но расслабляться рано. Пока не готовы лежаки и костер, о отдыхе не может быть и речи. Уже давным-давно стемнело, а у меня ничего не готово. Нужно делать лежаки, искать материал на них. Отличный полог получается. Теперь нужно уже более детально выскрести весь снег более тщательно. Потому что если здесь будет жара от костра, все это растает и будет каша. Ноги будут влажные. Я хочу выгрести снег еще и сделать себе небольшую дощечку на пол, чтобы я мог ботинки снимать, ноги ставить на дощечку. Но нельзя допустить, чтобы костер провалился в снег.
Дело в том, что здесь вообще нужно использовать только сухие дрова и не допускать никакого лишнего тления, чтобы дыма было минимум. Я все-таки нахожусь прямо в трубе. Наконец-то огонь. Весь день без огня. Сейчас и чайник можно будет вскипятить. Тормозило. Все давно кончилось. Ну вот, теперь главное, смогу ли я сидеть здесь, или дым не будет давать покоя. Ну что, дым разошелся. Дрова хорошо горят. Здесь резко становится тепло. О, долгожданное тепло. Дым уходит наверх. Здесь у костра дыма практически нет вообще. Единственное, меня напрягает дверь, пока не придумал, как закрывать. То есть я придумал, но это зашнуровывать ее. Это очень долго. Что-то нужно быстрое. Ну а так уже очень круто. Жалко, термометр не взял. О, все таять начало. Вот сейчас дров подкинул. И уже сидеть не так уж и просто. Дыма полно на уровне головы. Но только стоит прилечь, как абсолютно свободно дышится. О, еще и поддувает в лицо прямо из двери. Но абсолютно не холодно. Даже жарковато. Может быть, такой большой костер и не нужен. Ладно, буду тестировать дальше. А сейчас уже дыма нет. В общем, важное замечание. Дрова должны быть обязательно супер сухие и колотые. Тогда все пыхает как следует. Как только я целиком кругляши подкидывал, они сильно дымили. Это уже третья загрузка дров. Вот 1,5 часа я сижу у костра.
Все вокруг реально подтаяло уже. Я думаю, что на ночь мне дров хватит. Хотя, честно говоря, я бы не рискнул с костром ночевать в такой трубе. Что-нибудь потухнет, начнет дымить. Можно угореть. Поэтому надо больше делать. Мой вигвам. Готовить я буду голень индейки на вертеле. У меня заранее подготовленная приправа с маслом уже. Сейчас я ее натру и над углями буду вертеть. Здесь смесь перцев, смесь трав, соль и оливковое масло. Классно так лежишь. И тепло, и не дует. И можно за деревьями наблюдать, как качаются кроны через отверстие. Но, несмотря на то, что идет снежок, весь мой купол от снега очищен. Он настолько нагрелся, то, что на нем тает снег, не ложится даже, пока внутри горит костер. Но выглядит, по-моему, он очень прикольно. Пока я доволен экспериментом. Не нравится мне только то, что дымит больше, чем я предполагал. Но, опять же, когда дрова хорошие, не дымит. Когда угли уже мощные, не дымит. А вот момент разжигания и подкидывания свежих бревен, если они не достаточно сухие, дымит. Но, опять же, вам скажу, с костром я спать, наверное, не рискну. Ну или как положить, пускай оно горит, лечь.
а потом уже не подкидывать, как прогорит, а, например, залезть в спальный мешок. Думаю, что готово. Надо подкинуть новых бревен, пока не потухло, чтобы заново не разжигать. Как же приятно обогреться у костра. А еще приятнее будет съесть приготовленную здесь дичь. Хотя какая же это дичь, это же индейка. Прожарилась. Очень вкусно. Я глаза закрываю, когда ем, когда пробую, чтобы лучше разобрать и прочувствовать вкус. Ну как, отключая другие источники познания информации. Обостряется один. Ну, костер вроде не дымит. О, я отлично просто поел. Второй раз за весь день. Так, ну и пора ложиться спать. Ну, в общем, костер пока горит. Пускай горит. Лягу спать я прямо так. Костер потухнет, подкладывать не буду. Залезу в спальник. У меня с собой спальный мешок. Пока под голову его положу. Вот, ну и с утра, конечно, подведем итоги. Что понравилось, что не понравилось, что нужно менять. И что можно сказать о таком способе ночлега. Если будет что-то интересное ночью, я включусь. Ой. Буду созерцать огонь. Потихоньку засыпать. Доброе утро. Ну, ночь прошла посредственно. Значит, я бы не сказал, что все было идеально. Были небольшие проблемки. В принципе, сначала дым сильно не мешал. Вот, пока я находился в лежачем состоянии. Потом все это дело догорело. Начало дымить еще сильнее. Вот. Но, в принципе, я уже завернулся в спальник к тому моменту. И дым мне особо тоже не мешал. Сейчас все прогорело. Я костер заново пока не разводил. Видно, что теплые угли не давали сверху оседать снегу. А снег прикольным кружком лег сверху костра. Да, сейчас я сижу в своем укрытии, и прямо в нем идет снег, но при этом не касается моих вещей и меня. Это, кстати, очень тоже необычно.
И очень красиво. Прямо из жилища наблюдать за ветками деревьев. Окно такое сверху. А снег не прекращается со вчерашнего дня. Все засыпает и засыпает. После того, как костер перестал греть шатер, снег на него стал уже оседать. Но это и хорошо. Лишняя маскировка будет, пока меня нет. Я потихоньку понимаю, какие у меня ошибки. Несмотря на то, что все это нужно было сделать чуть-чуть больше, ну, допустим, есть какое есть. Костер нужен меньше. То есть костер большой лучше не делать. Он и так хорошо здесь греет. Но за счет этого приходится постоянно подкладывать. Ну, куда деваться. Это раз. Во-вторых, нужно сделать нормальную дверь, чтобы она закрывалась. Чтобы не было щелей никаких. И нигде ничего лишнего не поддувало. В-третьих, нужно сделать приточку для костра. Возможно, какую-то траншею на улицу, чтобы снизу поступал туда кислород. В общем, я попробую все это в следующий раз доработать. Вернусь сюда где-нибудь через месяцок, когда все заметет снегом, как следует. За этот месяц я поизучаю литературу на эту тему и попробую сделать все куда лучше. Хотя вот сейчас сижу у костра, все просто отлично. Перчатки, кстати, высохли здесь, наверху. И прокоптились, наверное. Класс. Теплые. Ну что, несмотря на то, что ночевка была не совсем простая, и было бы, наверное, очень сложно, не будь спальника, могу сразу сказать то, что это укрытие вряд ли подходит для экстренных ситуаций. Тратить полвечера просто на постройку, да и вообще где взять такой тент. Я бы лучше бы просто натянул одну из плащ-палаток, развел бы костер и переночевал бы возле нее.
но атмосфера внутри просто непередаваемая. Вот это вот уют, свет от костра, тепло от костра, при этом защита со всех сторон от окружающей среды создает здесь какую-то мини-квартирку. И я получил огромное удовольствие от постройки этого места и от времяпровождения здесь. Думаю, что в следующий раз можно еще больше это место облагородить, еще больше снега внутри растает. Ну и можно выковырить, кстати, некоторые места, кстати, да, освободить. Сделать, возможно, вторую лежанку. Вот, и прийти, например, сюда с кем-то вдвоем, с Илюхой, например. Вот. В общем, буду думать, пишите свои советы в комментариях. Ну, а я попью чай и буду собираться в обратный путь. Это был канал Походный Оптимист. Да, кстати, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал и инстаграм. Там публикуются материалы, которые обычно не попадают в основной ролик. Какие-то неудачные кадры даже иногда бывают там, или фотографии. И все это выходит еще и намного раньше, чем основной ролик на ютубе. Можно, кстати, поучаствовать прямо во время съемок, если вдруг где-то у меня ловит интернет. Я сразу же выкладываю фотографии или сторис отсюда и читаю все комментарии. В общем, спасибо, что составили мне компанию. Пока.